Недавно викинги достигли 20 миллионов игроков, и это в 10 раз больше, чем все население древних викингов, когда-либо живших на Земле. Представьте, насколько это масштабно. Тут есть полная свобода действий. Хочешь — покоряй мир дипломатией, хочешь — строй неприступный город с мощнейшей экономикой, ну или просто как я, зовешь друзей, собираешь армию и разносишь вражеские королевства, что очень весело. Игра особенно понравится любителям классических стратегий 2000-х, а еще новые замесы между странами вообще сносят крышу. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео, и вы получите 200 голды и бесплатный щит. Вперед! Всем привет! Вот и бонус видео, в котором ради эксперимента и любопытства я установлю еще один двигатель на 6,5 лошадиных сил в багги. Но перед этим мне нужно поменять сгоревшие фрикционы в сцеплении, которые я сжег в прошлый раз. Вытащил двигатель с помощью лебедки и поставил на верстак. Перед заменой сцепления с картера нужно слить отработанное масло. Запах, скажу я вам, стоял непередаваемый, даже пришлось включить вытяжку. За это время звездочка плотно села на вал. Пришлось использовать съемник, чтобы стащить ее с места. Выкрутил болты и снял крышку. Так вот, оказывается, где все это время была моя камера. Снял нажимной диск, напыление на нем стерлось до металла. Следующие два диска были стерты неравномерно, только с одной стороны. А вот металлические диски вообще никак не пострадали от температуры, даже не покрылись фиолетовым налетом. Купил новые диски и собрал сцепление в обратном порядке, чередуя диски. Перед установкой нажимной диск тоже нужно заменить. Снял стопорные шайбы. Это нужно делать аккуратно, так как одна стрельнула, и я ее очень долго искал. Заменил диск и затянул барабан сцепления на валу двигателя. Перед тем, как закрыть крышку, вычистил картер от остатков сгоревшего сцепления. Залил новое масло и установил двигатель на место. Прикинул второй двигатель по месту, сразу же напилил для него места крепления и приварил к раме. После размещения двух двигателей нужно их соединить с редуктором с помощью звездочек и цепей. Снял с редуктора ось и срезал с нее звездочку. На замену ей придут две звезды, которые будут на 21 зуб. Это стандартные звезды от редуктора Муравей, но только под ижевскую цепь. Срезал с них выступающие муфты и рассверлил отверстия по 20 мм. Надел их на вал и вставил ось в редуктор. Перед приваркой ведомых звезд нужно сделать ведущие звездочки, которые будут находиться на валу двигателя. Эти ведущие звездочки будут на 10 зубьев. Надел звезду и муфту на вал и проварил их вместе. Закрепил получившуюся деталь через проставку из шайб и трубы. Вставил шпонку и закрутил болт. После чего выставил звезды в одну прямую и проварил ведомую звездочку. Надел на звезды цепь и закольцевал ее замком. Проверил механизм в работе. Каждый двигатель может работать отдельно от другого и выступать в качестве вспомогательного. Затем стал соединять первый двигатель с редуктором. Срезал старую звездочку и приварил к муфте новую на 10 зубьев.
Закрепил звезду с муфтой на валу редуктора. Выставил ведомую звездочку с помощью цепи и тоже ее проварил. Надел цепь через натяжитель и проверил уже весь механизм с двумя двигателями на весу. Суммарное передаточное число вместе с редукторами получилось 6 к 1. Завел по очереди два двигателя и попробовал погазовать. Опустил багги и попробовал тронуться. Теперь багги легко срывается с места, только успеваю ее ловить. Две ручки газа соединил очень просто. Для начала я их сделал одинаковой длины. В отверстие второго двигателя вставил провод и завязал его на ручке. Сделал надпил на ручке первого двигателя и закрепил на нем тот же провод. Из-за устройства центробежного сцепления большая точность в соединении двух ручек не нужна, но все же я сделал так, что слабый двигатель будет схватывать немного позже. Самый главный тест — это подъем багги в горку, так как в прошлый раз она не могла подняться наверх. Тогда я попробовал встать на багги и вместе с ней заехать в горку. Хорошо, что я не сел в нее, так бы пробил гипсокартонную стену насквозь. Это опять же натолкнуло меня на мысль сделать тормоза хотя бы на заднюю ось. И в этот раз не удалось заехать. У багги оказался неплохой момент снизов, и она просто выбрасывала доски из-под колес. Заодно проверил ее на прочность. Потом мне это надоело, и я наконец зафиксировал доски и не стал сильно газовать при подъеме. Багги легко преодолела препятствия. Подводя итоги, могу сказать, что эксперимент удался, и я очень доволен. В сумме получилось 23 лошадиных силы, которые без проблем срывают багги с места и затаскивают ее в горку. Также разгрузилось центробежное сцепление, и за все время не было намека на дым. Я думаю, если увеличить лошадиные силы вдвое, то у багги получится довольно-таки неплохая динамика. В общем, получился интересный эксперимент. Всем спасибо! И отдельное спасибо, кто проголосовал за него. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за вашу поддержку и активность под видео. Уже по традиции увидимся в следующем видео.